После лета выпадают волосы. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, если вам нравятся мои видео, и вы поддерживаете то, что я делаю. Также можете расшаривать эти видео со своими друзьями, чтобы больше людей узнавали о нашем комьюнити и о том, что я собираю для вас такую информацию, как мне кажется, полезную информацию. Также, если у вас есть какие-то новые идеи, темы, что, как вы считаете, мне стоит раскрыть какие-то темы, пишите также в комментариях. Ну и опять-таки напоминаю вам о том, что существует также телеграм-канал, где мы с вами общаемся, куда попадает самая первичная информация, оперативная информация, также где я отвечаю на вопросы. И не забываем, что в телеграм-канале есть мой личный контакт для тех, кому нужна помощь в подборе клиники или в подборе системы волос. Итак, сегодня речь пойдет о выпадении волос после лета. Лето, фрукты, солнце, море. Что может быть более полезным для нашего здоровья, помимо активного образа жизни и правильного питания? Все оздоровительные мероприятия начинаются летом, но оказывается, для наших волос на самом деле лето – это достаточно большой стресс. Поэтому достаточно много внимания нужно уделять и защите наших волос и кожи головы во время летнего сезона. Жаркое солнце, во-первых, оно обесцвечивает волосы, сушит их, и вообще, конечно, вы знаете, действие ультрафиолета достаточно пагубно влияет на наш организм. С одной стороны, это витамин D, с другой стороны, ультрафиолет, от которого также может быть куча различных заболеваний и проблем. И вот, вроде бы прошло лето, вы, как считали, вы насыщались витаминами, солнцем и всем остальным, но осенью вы обнаруживаете, что волосы начали выпадать еще больше. То есть вы буквально моете голову, вы видите вот это выпадение волос. Это касается и женщин, и мужчин. Что же делать? Как вообще вернуть структуру волосам? Какие вообще меры необходимо предпринять? Во-первых, еще летом и вообще в любое время года возьмите как привычку для себя делать массаж головы. Такая простая, элементарная вещь, но она иногда может более эффективна даже, чем тот же миноксидил. Почему? Вы массируете кожу головы подушечками пальцев или специальной, можно, расческой какой-нибудь, или массажером, и позволяете притоку крови добираться именно до головы, чтобы не было застоя. И лучше это всего, конечно, делать перед мытьем головы и после. То есть вот как у вас появляется время, вы вспоминаете об этом, сидите, смотрите телевизор, я не знаю, там проектор, делайте. То есть вот даже по 5 минут в день, казалось бы, такая мелочь, но это бесплатно. И это реально помогает вашей голове, кровотоку, ну и, конечно, самим волосам. Массаж прежде всего разгоняет кровь, насыщает все клетки кислородом, и достаточное количество кислорода – это, собственно, обязательное условие для здоровья кожи и, конечно же, волос. Второй момент. В душном помещении всегда хочется зевать, плохо работает голова и страдает память. Опять-таки, в точно таких же условиях и для нашей головы и волос. То есть, если вам не хватает кислорода для вашего организма, точно так же этот кислород не поступает и к голове. Поэтому вот второй момент. Первый момент – массаж. Второй – дышите. Дышите, выделяйте себе какие-то моменты в течение дня, вне зависимости, это лето, зима, осень или еще что-то. Находите время и просто дышите. Насыщайте клетки кислородом. Ну и опять-таки проветривайте помещение, где вы находитесь. Просто, элементарно просто. Следующий момент, конечно, наличие витаминов в рационе говорит о многом, и этот рацион витаминов должен быть всегда в балансе. Да, летом появляется куча фруктов, овощей, ягод, и некоторые устраивают себе диеты, особенно это касается женщин, и иногда отказываетесь вы от белковой пищи. Но это категорически нельзя делать, потому что организм синтезирует белки круглый год, неважно, это лето, осень или зима. И их недостаток сказывается буквально на всем, и, конечно же, на голове и волосах в том числе.
И часто недостатком белка можно объяснить осеннее состояние, когда нападает слабость, апатия и выпадение волос. Животные белки крайне необходимы. В первую очередь мозгу, сердцу и сосудам, а также, конечно же, волосам. Поэтому во всем соблюдайте здравый смысл, меру и баланс. Кальций, жирные кислоты, минералы, вам все это необходимо круглый год, чтобы волосы и ногти в том числе были в прекрасном состоянии. Вот, кстати говоря, ваши ногти иногда это индикатор состояния ваших волос. То есть я уже не первый раз это наблюдал в некоторых исследованиях. То есть вот почему-то наши волосы и ногти, они так взаимосвязаны. И иногда, если вы даже сами еще не видите проблему волос, можно понять по ногтям. Если у вас проблемы с ногтями, вероятно, что-то и с кожей головы, и с волосами. Даже для вполне здоровых волос такие прически, как завязанный хвост, пережатые волосы, крайне вредны. Об этом я говорил уже и в других видео, и вот я снова вам об этом напоминаю. Это касается и женщин, и мужчин, и детей, особенно детей. Вот я вспомнил, кстати, 1 сентября, когда пережимают, делают тугие хвосты, косы. Берегите своих детей от вот этого вот архаических остатков прошлого, из-за которых они могут прийти в будущее без волос или с проблемными волосами. В конце концов, мы уже живем в 21 веке, и есть куча различных причесок, способов, чтобы сделать что-то стильное, и не обязательно обжимать сильно ваши волосы, при которой структура волос, в общем-то, меняется и наносится очень большой вред вашим волосам и вашим фолликулам. Они, конечно, могут сопротивляться какое-то время, но хозяин может победить, и вы просто потеряете ваши волосы. Следующий момент – это различные агрессивные средства, которые вы используете как экзекуцию для ваших же волос. Это горячие фены, это вот утюжки, особенно знают женщины, которые выравнивают себе волосы или с попыткой их быстрее осушить. Это вот прямое убивание ваших волос. Вопрос только во времени, когда они перестанут сопротивляться и от вас уйдут. И если вы даже не видите никаких проблем, вам 20 или 30 лет, то имейте в виду, что может быть даже накопительный какой-то эффект, и к какому-то возрасту, 40-50 лет, у вас, особенно это касается, кстати, женщин, появится очаговое выпадение волос и такие полянки на вашей голове. И тут уже ничего, кроме пересадки, не сделаешь. Поэтому лучше, конечно, об этом позаботиться намного раньше. И всего-то нужно сделать, это избавиться от каких-то очень агрессивных воздействий на ваши волосы, на вашу голову. Следующий момент – это химическая завивка, окрашивание волос суперсредствами. Все то же самое. Постарайтесь отказаться, если вы не можете отказаться. Выберите какие-то хотя бы такие средства, которые в меньшей степени будут травмировать ваши волосы. Да, может быть, реально в 20 лет это все кажется без проблем, но со временем, тем более, я не знаю, Чернобыль, погода и так далее, и особенно стрессы, все это вкупе может создать кучу вопросов. И что касается женщин и окрашивания волос, поговорите со своим парикмахером и проконсультируйтесь, потому что тоже краски бывают разные. Я понимаю, что самые термоядерные, которые держатся дольше всего, они и самые опасные. И лучше не экономить на парикмахере, лучше сходить в салон 2 раза в месяц вместо 1, да, но в будущем у вас будут здоровые волосы, потому что эти средства, которые вы будете использовать, они будут более природосодержащими и менее опасными. То есть вроде бы мелочи, вроде бы все очевидно, но я считаю, что мне реально нужно это все проговорить, чтобы вы еще раз об этом подумали. То, что вы делаете рутинно каждый день, вы знаете подсознательно, возможно, что вы убиваете свои волосы. Но вы почему-то не даете себе отчет, когда приходит проблема, что вы ее создали, и ее можно было на самом деле предугадать и не быть в супер стрессе в ваши 30-40 лет, когда у вас появляются очаги или лысеющие области. Поэтому просто попробуйте защищать свой же организм от самого же себя. Опять-таки, смотрите на состав тех средств, которые вы используете для кожи головы и для волос.
потому что любое средство состоит из каких-то, в общем-то, ингредиентов, содержит какие-то химические вещества, но в хорошей косметике существует и косметических средствах есть растительные препараты. Естественно, стоимость разнится от того, где чего больше или меньше. Чем больше химии, тем дешевле средства. Чем больше природных компонентов, которые воспринимаются вашим организмом как свои, как естественные, органические и органичны с вашим здоровьем, с вашим функционалом, они будут стоить дороже, но они намного полезнее. Вы не просто переплачиваете. Это не просто маркетинг или бренд эко-френдли, который сейчас развернут в мире. Это реально работает. И люди, которые это понимают, как правило, это богатые люди. И кто уж, как не богатые люди, умеют экономить деньги, как бы выбирая лучше какие-то дорогие, но хорошие продукты, чем далее расхлебывать и своими деньгами, и своим временем, и особенно своими нервами. Ну и если после лета вы заметили проблему с волосами, ни в коем случае не игнорируйте ее, потому что идет осень, а затем зима, более агрессивные условия, и ваша голова и ваши волосы должны быть к этому готовы. Если вы уже к осени пришли с ослабленным здоровьем ваших волос, то представьте, что будет с вашими волосами к лету. Поэтому, конечно, готовьте свои волосы, берегите их, чтобы в любое время года они у вас были здоровыми. Также хочется еще раз напомнить, что в конце концов сейчас 21 век, и нет разницы, мужчина или женщина, в том плане, что вы, если хотите быть здоровыми, а голова и волосы – это тоже ваше здоровье, вы должны пользоваться хорошими косметическими и косметическими средствами. Это уже не то время, когда вы, чтобы показать свою брутальность, покупаете кусок хозяйственного мыла и голову моете хозяйственным мылом. Никакой мужественности вам это не прибавляет. Скорее вы, рано или поздно поймете, какой вы дурак, потому что вы потеряете все свои волосы. Выбирайте природосодержащие шампуни, там какие-то косметические средства, пользуйтесь. То есть даже кожа лица – это вполне нормально, когда мужчина ухаживает за собой, потому что здоровье – это не то, сколько вы раз отжимаете. Здоровье – это весь ваш организм, как он функционирует совместно. И волосы – это в том числе. И опять-таки, вы же не хотите иметь стрессы, суперстрессы и депрессии по прошествии скольких-то лет только из-за того, что вы хотели быть более брутальными. Поэтому даже выбирая шампунь, выбирайте хороший шампунь, выбирайте хороший кондиционер, пользуйтесь какими-то масками для волос. И я считаю, что если вы этим всем пользуетесь вовремя, то проблем, возможно, у вас и не будет. Ну, конечно, есть многие другие моменты. Это стресс, генетика или еще что-то, но как минимум вы будете знать, что вы не убивали свои волосы. Надеюсь, если вам было это полезное видео, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте и не забывайте о телеграм-канале, где мы с вами общаемся, обсуждаем актуальное, и затем это актуальное уже перерастает в какие-то видео на YouTube. Ну и чтобы колосилось.